Здорово, кукерсы! В этом выпуске мы приготовим необычный кулич а-ля панеттоне. И также необычную глазурь из нуги, карамельную и шоколадные начинки. И как бонус еще рецепт инверторного сиропа. И супер бонус! В конце выпуска незаурядная история празднования Пасхи со времен Древней Руси. Выпуск получился немалый, и потому было решено разделить на понятные для вас этапы. А вдруг вы не захотите готовить наш кулич а-ля панеттоне, а просто зафаршируете покупной? Это так, на заметку. В общем, лицезрите таблицу и выбирайте, что именно вы хотите приготовить или просто посмотреть. Для приготовления сливочного кулича а-ля панеттоне нам нужна опара. Заряжайте. 170 грамм просеянной муки, 2 чайные ложки сахара, 11 грамм сухих дрожжей и 240 миллиграмм теплых сливок. Приступим. Подогреваем сливки до 40 градусов. В них добавляем 11 грамм сухих дрожжей и 2 чайные ложки сахара. Знакомим дрожжи со сливками, помешивая их. Берем 170 грамм просеянной муки и добавляем в нее теплые сливки с дрожжами. С хорошим настроением и улыбкой хорошо все перемешиваем. Масса должна обрести максимальную плотность. Отправляем опару в теплое место и накрываем полотенцем. Оставляем на 20-30 минут. Спустя полчаса мы получаем вот такую пышку. Настало время приготовления теста. Заряжайте 550 грамм муки, хорошо подтаявшее до комнатной температуры сливочное масло, 220 грамм сахара и 5 штук куриных яиц. Разбиваем 4 куриных яйца в емкость для миксера. А у 5-го яйца отделяем желток от белка. Оставьте белок, он вам понадобится для приготовления нуги, которой мы польем Пасху. А желток отправляем к остальным яйцам. Добавляем в яйца 220 грамм сахара, немного соли. Начинаем взбивать яйца миксером. Взбив яйца, добавляем нашу опару. Далее нужно замешать тесто. Если у вас нет планетарного миксера, это можно сделать руками, но это будет не быстро. Помешивая, добавляем по чуть-чуть 500 грамм муки. Тесто нужно вымешивать около 30 минут. Сыпем понемногу муку. Добавляем в чашу 100 грамм сливочного масла. Досыпаем оставшуюся муку и продолжаем. Итого, после 30 минут готовое тесто должно отходить от стенки чаши. Быть эластичным и в то же время не липнуть к рукам. Чашу затягиваем пищевой пленкой, ставим в теплое место и оставляем на 1,5-2 часа. Само тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза, а то и больше. Формочек для этого выбор богат, можете выбрать любую. Главное, не забудьте, если хотим достать кулич, то смажьте металлические формочки маслом. Из теста формируем шары. Расфасовываем по формочкам, заполняя их примерно на 1/3. Раскладываем все формочки на противень. Затем накрываем полотенцем и даем настояться в теплом месте примерно 30-60 минут, чтобы тесто заполнило 2/3 формы. Как видите, тесто заполнило формочки, а значит, им пора в духовку. Духовка должна быть разогрета до 180 градусов. Помните, маленькие выпекаются 30-40 минут, а большие 40-50. Проверить готовность очень легко при помощи деревянной шпажки. Если она влажная, кулич еще не готов. Если сухая, значит все готово. Помните про важность смазывания металлической формочки? Как говорится, не подмажешь, не поедешь. У нас все выехало замечательно. С бумажкой все тоже просто, ведь она на пергаментной основе. В случае, если вдруг не хотите делать начинку, то можно сделать только нугу. Далее мы покажем ее рецепт. И будет такая непривычная и очень вкусная глазурь. Примерно так будет выглядеть кулич а-ля панеттоне без начинки. Для приготовления нуги и карамели нам нужен инверторный сироп.
С его рецепта и начнем. Заряжайте. 300 грамм сахара, 130 мл кипятка и 3 чайные ложки лимонной кислоты. Берем сотейник с толстым дном. Высыпаем в него 300 грамм сахара и добавляем кипяток. Варим на малом огне, при этом не забывая постоянно помешивать. Доводим до кипения, добавляем лимонную кислоту и перемешиваем. Уменьшаем огонь до самого минимума, накрываем крышкой на 15 минут. Как только сироп достигнет температуры 107-180 градусов, он считается готовым. Но не спешите, он должен остыть до комнатной температуры, и уже только тогда он будет окончательно готовым. Что же, сироп готов, и мы можем приступить к нуге. Заряжайте. 1 яичный белок, чайная ложка арахисовой пасты, пол чайной ложки соли, 15 грамм инверторного сиропа, 165 грамм сахарной пудры и 30 мл воды. Берем сотейник и засыпаем туда сахарную пудру. Выливаем 30 мл воды и 15 грамм инверторного сиропа. Ставим на огонь и доводим до 120 градусов, помешивая. Это будет довольно быстро. Пока смесь нагревается, берем 1 яичный белок. Добавляем щепотку соли, взбиваем миксером до высоких пиков. Когда смесь нагрелась до 120 градусов, снимаем с плиты. И сразу тонкой струйкой вливаем в миксер. Взбиваем до однородной массы, после этого добавляем 1 чайную ложку арахисовой пасты. Продолжаем взбивать 1 минуту. И можем украшать наш прекрасный кулич а-ля панеттоне. Итак, пришла очередь приступить к вкусным начинкам. Заряжайте. 80 грамм сахара, 80 мл молока, 100 грамм инверторного сиропа, 75 грамм сливочного масла и 100 мл сливок. Бросаем в сотейник масло, сахар, молоко, сироп и чайная ложка соли. Ставим кастрюлю на максимальный огонь и начинаем помешивать, чтобы все растопилось и смешалось. Ждем, чтобы смесь закипела и дошла до 115 градусов. Тем временем подогреваем сливки до 60 градусов. Как только смесь нагрелась до 115 градусов, добавляем теплые сливки и активно помешиваем. Остужаем кастрюлю в холодной воде в течение 15 минут. Карамель готова. Теперь приступим к рецепту шоколадной начинки. Заряжаем 300 грамм черного шоколада, 150 грамм теплых сливок, подготавливаем водяную баню и начинаем топить шоколад. Когда шоколад растопился, добавляем разогретые до 60 градусов сливки. Перемешиваем до однородности. Готово? Что же, если все соусы готовы и вы готовы делать начинки, приступим к методам их заправки. Один из способов сделать отверстие кондитерским кольцом. Размер кольца должен быть в 2 раза меньше самого изделия. Небольшими вращательными движениями продавливаем вглубь мякиша. Вершок оставляем, он нам очень пригодится. И пинцетом или чем-то подобным выбираем оттуда весь мякиш. Углубляйтесь на 2-3 см от дна. Теперь можем заливать начинку. И закрываем вершком отверстие. Далее украшаем глазурью из нуги. Первый вариант готов. Красиво же, ну а насколько это вкусно, тут только если повторите и сами поймете. Кстати, для различия между карамелью и шоколадом можете первый посыпать какао. Если по каким-то причинам вы не хотите жидкую начинку, всегда можно сделать из домашней нутеллы, рецепт которой вы найдете в описании или на нашем телеграм-канале. Второй же способ для создания отверстия – это использовать нож. Тут мы отрезаем вершок полностью. Также вырезаем весь мякиш по кругу
и извлекаем его щипцами. Готово, теперь можем заправлять карамелью. Верхушку можем также намазать на борта, чтобы шапка лучше держалась. Накрываем и украшаем нугой. Кулич а-ля панеттоне готов. Жидкая начинка как нельзя лучше используется в качестве соуса. Мы надеемся, что сделали ролик понятным для вас, и вы сможете повторить его без проблем, удивив себя и своих близких этим вкусным блюдом. Ну а теперь перейдем к нашей рубрике «Минута истории», ну или чуть дольше. В этом выпуске мы оставили историю напоследок, на случай, если вы глубоко религиозный человек и вам не пристало слышать историю, хулящую ваши устоявшиеся традиции, то остановите это видео. Но давайте сперва по порядку. Относительно недавно сама церковь считала эти все яйца, куличи и прочие сегодняшние пасхальные атрибуты богомерзким язычеством и активно запрещала столетиями. Праздник Пасха пошел от иудеев, которые праздновали Песах, как освобождение от египетского рабства. А первое празднование по Новому Завету Иисус Христос отмечал в 33 году нашей эры. Именно в память о этих событиях. Но стол у него был совсем иной. Вино, пресный хлеб и горькие травы в знак памяти о горечи бывшего рабства. В последующие 2 века христианство активно набирало, так сказать, фолловеров. Тогда же и начали появляться первые противоречия в обрядах празднования и датах проведения Пасхи. Не будем углубляться в печальные исторические факты далеких лет, чтобы не превращать видео в многочисленный трактат. Разберем только вытеснение язычества христианством у славянских народов. В 988 году Владимир Великий крестит Русь и начинает бороться с языческими праздниками по совету византийских монахов. Тогда для русичей христианство было чужой и непонятной религией. Чтобы народ не сбунтовался, была выбрана тактика не силой, а хитростью. Каждому языческому празднику постепенно давалось новое христианское значение. Пасха совпала с очень особенным славянским праздником, который назывался Великдень. Готовясь к Великдню, наши предки разрисовывали яйца и пекли куличи. Когда первые византийские монахи увидели, как люди отмечают этот праздник, они объявили его страшным грехом и стали всячески с этим бороться. А почему? Как можно догадаться, Пасха или кулич, выпекаемые в цилиндрической форме, прикрытые белой глазурью и посыпанные семенами, являются ничем иным, как прообразом эрогированного полового мужского органа. Предкам нечего было стыдиться, ведь главное в те времена это плодовитость женщин и плодородие земли. Наши предки верили, что бог солнца, дождь бог, умирал каждую зиму и заново рождался каждую весну. В честь нового солнечного рождения женщины выпекали свой кулич в печи и, доставая, рисовали на нем крест, символ бога солнца. Даже Иван Грозный в 16 веке своими жесткими методами не мог побороть народ. На глазах люди ходили в церкви, а в домах продолжали исполнять древние ритуалы. Лишь в 18 веке церковь сдалась и объявила ритуалы христианскими, придумав даже божественное происхождение. Вот такая необычная история от наших предков. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь и до следующих выпусков. Конец связи. Take me higher, baby.